Перед вами две богини кельтского пантеона. Дану, матерь богов, и Фригга. Ее еще называют хозяйкой Асгарда. Они здесь изображаются во время своего материнства. Ребенок в начале своей жизни видит мать. Мать для него – это весь мир. И именно поэтому материнская любовь, материнская защита, она очень важна для любого человека, особенно в начале его жизни. И хотя ребенок в этом возрасте ничего не понимает, но чувствует это тепло, чувствует и любовь, и отторжение. Обычно люди, которые не получают материнское тепло, они всю жизнь растут с чувством ненужности этому миру. И им очень трудно потом избавляться от своих комплексов. Они на подсознательном уровне чувствуют ненужность этому миру, враждебность мира к ним. И им стоит огромных усилий для того, чтобы восстановить баланс внутри себя, в душе. Дети, обласканные родителями, и особенно матерью, они никогда не будут терпеть кого-либо. Они не будут терпеть насилие, терпеть несчастную жизнь, несчастные отношения. У них высокая планка. И они ищут такую же любовь, такое же отношение, которое было к нему в родительском доме. И, как правило, дети, которых любили родители, конечно, бывают и исключения подтверждают правила, но в основном 99% детей, которых любили родители, очень многого добиваются в жизни. И на примере своих родителей создают такие же счастливые семьи. Вот почему важна эта родительская любовь и защита, особенно в начале жизни. Я хочу подарить вам работу, и на основе этой работы лежит очень древнее поверье, традиция и славян, и закавказских народов. У них встречала чаще всего. Пеленание. Ребенка пеленают, естественно, вы об этом знаете, и нет смысла об этом рассказывать. Пеленая ребенка помогают ему, во-первых, спокойно спать, он много не двигается, потом ручки, которые он не понимает, что это такое, он свои ручки еще не осознает, они могут очень сильно напугать его. Он может сам себя поцарапать. Ну и кроме того, пелена – это некая защита. Прячут новорожденного от мира. Он пока слаб, он всецело зависит от родителей. И пеленая его, показывает свою защиту и выказывает защиту к своему ребенку. У нас немножко иное пеленание взрослого человека. Вы символически себя пеленаете, закрываете от всего мира. Защищайте себя в момент опасности. Если в вашей жизни случились бедствия, трудности, вы не можете из этого всего никак выйти. Вот не удается вам никак прийти в себя, вернуться к жизни. Атаковали отовсюду враги. Опасная ситуация, проблемы с законом, все что угодно. Вам нужно пойти и купить
Ну, смотря какой у вас рост. Чуть больше вашего роста, чтобы вы могли, значит, окутаться в эту ткань. Если такой ткани нет, не нашли подходящей ткани, то покупайте новую белую простынь. И с ног до головы просто закрывайтесь под эту простынь, как пеленая себя. Но закрывайте и лицо в том числе. Ну, как-то вы должны умудриться, может быть, держать заговор, текст перед глазами, может начитать, может светить телефоном, но я не советую, лучше какие-то такие в этот момент не использовать различного типа приспособления с электричеством связанные. Ну, одним словом, это не обязательно, чтобы вы полностью себя так закрыли и завернули. Вы можете просто закрыть лицо, но перед глазами внизу держать текст и читать 6 раз. Вы должны это провести в сумерки 3 ночи кряду или вечера кряду. Зажигаете 4 свечи, белые, обычные свечи, восковые. Ставите перед собой, начитываете 6 раз, после чего эту простынь или эту ткань нужно где-то спрятать и не использовать ни в каких ритуалах и нигде никогда. Если пропадет, ну, желательно, чтобы оно не пропало. Это ваша защита. Она вас закрывает, укрывает от ваших проблем и бедствий. Но если пропадет, желательно, чтобы оно пропало в тот момент, когда ваша проблема будет решена. Если раньше пропадет, вам нужно очень быстро приобрести новую ткань, новую, просто не повторить, чтобы сила заговора не исчезла вместе с этой тканью. Ну уж не думаю, что прям невозможно сохранить в доме ткань так, чтобы никто не забрал и не трогал. Через некоторое время, через короткое время, недели, 2, вы почувствуете, что эти атаки прекратятся, что преследование приостановится, что судебное дело приостановится. Одним словом, вот эта защитная пелена, она будет вас оберегать и закрывать в ментальном плане. Заговоры – это такой вот отзеркаливание нашей жизни, сюрреализм. Мы создаем реальность в потустороннем мире, в потустороннем пространстве, а потом это переносится в нашу реальность. Поэтому желательно, чтобы вот ту реальность, которую вы создали в потустороннем мире, да, в потусторонних измерениях, чтобы оно надолго держалось. Предмет-посредник, а именно здесь пелена, она должна сохраниться у вас. Итак, да, свечи догорают, вы их просто выкидываете, выносите. Когда ваша проблема решится, вы сами решите, каким образом откупиться от сил, от духов. Я вам говорила много вариантов и объясняла, почему, если силы тебе помогают, нужно взамен тоже кому-то помочь. Ну, мы не будем к этому возвращаться каждый раз. Я думаю, что те, кто смотрит мой канал, уже поняли, каким образом тоже откупиться и показать свое уважение силам. Итак, природа-мать дала мне тело. Вечные боги дали мне душу. Душа и тело соединились, слились воедино, и я появилась. И боги вдохнули в меня свое дыхание, и боги, и дух стал моим путеводителем. Рождение человека – священное таинство. Меня пеленали, берегли и спасали. Пеленайте меня, матушки-богини. Сохраняйте меня и берегите. Как младенец пеленанием защищен и спасен,
так и я спасена. Сбереги меня, защитная пелена. Укрой, оборони. Я невидима для врагов и недругов. Как младенец невидим в колыбели своей под защитным покровом. Истинно так. Еще раз прочитаю, но вам нужно 6 раз. Природа-мать дала мне тело. Боги вечные дали мне душу. Душа и тело соединились, слились воедино, и я появилась. И боги вдохнули в меня свое дыхание, и дух стал моим путеводителем. Рождение человека – священное таинство. Меня пеленали, берегли и спасали. Пеленайте меня, матушки-богини. Сохраните меня и берегите. Как младенец пеленанием защищен и спасен, так и я спасена. Сбереги меня, защитная пелена. Укрой, оборони. Я невидима для врагов и недругов. Как младенец невидим в колыбели своей под защитным покровом. Истинно так. Проведите это. И результат не заставит себя ждать. Это обычно защита на время трудностей, на время каких-то невзгод жизненных. Желаю вам всем удачи и всех благ.